Здравствуйте, друзья! Вы на канале Блог ЖД-фотографа, с вами Игорь Абросимов. Сегодня у нас поездка в Рязань, внезапно. Хотя еще в марте я зарекнулся сюда больше не возвращаться. Дело в том, что в Рязани остались троллейбусы ЗИУ 683. Эти троллейбусы довольно редкие. Раньше их было много. Например, в Москве они исчезли аж в 2007 году. А в Рязани осталось 2 машины. И сегодня нам крупно повезло, потому что обе они на маршруте. Если вы помните, в марте ни одна из них не работала. Мы сегодня покатаемся и пофоткаем. И обязательно я расскажу вам что-нибудь об этих крутых троллейбусах. Погнали! О, вот и едет она, наша гармошечка ЗИУ-10. Будем сейчас ее снимать. За ней-то мы и приехали. Какая удача. Не пришлось долго ждать. Погнали. Я достану зеркалку и сейчас буду делать крутецкую фотографию на фоне довольно сомнительных небоскребов. Поехали. Дорогие друзья, мы охотимся за троллейбусами ЗИУ-683. И мы едем сейчас на Соборную площадь, чтобы их сфотографировать, так сказать, по солнцу. С погодой сегодня, как ни странно, не повезло, потому что по осени солнечная погода накладывает огромные ограничения на съемку. Нужно всегда искать место без теней, с нормальным углом света. То ли дело пасмурная погода, когда ты просто берешь и фоткаешь, где тебе заблагорассудится. И регулируемый перекресток, 6 полос, нормалды. Справимся. Господи, что это такое? Заваленный машинами перекресток. Мы в нашей огромной деревне Москве такого давно уже не видели. Первомайский проспект, друзья. Знаменит своей крутой довольно-таки застройкой и постоянными заборами вдоль проезжей части, из-за которых почти на всем проспекте невозможно фоткать общественный транспорт. Напишите в комментариях, действительно ли эти заборы помогают нам избежать ДТП. Я лично считаю, что это полная профанация, и заборы надо убирать из всех городов, особенно из таких красивых мест, как Первомайский проспект в Рязани, чтобы они своим страшным внешним видом не портили облик города. Вот это везение, и ЗИУ-10, и крутой Икарус. Вот это у нас фартит сегодня. Осталось только догнать его и сделать интересные фотографии. Это наш крутой Икарус 256, мы его успешно догнали. Про него вам уже рассказывал автобус-мастер в мартовском видео. Посмотрите, если еще не смотрели. А сегодня он совершенно случайно оказался на маршруте, чем мы и воспользуемся. Сейчас где-нибудь его обгоним и сделаем крутецкую фотографию на трассе. Итак, с вами автобус-мастер, и мы находимся на трассе М5 Урал. Это немного за Рязанью, близ деревни Марьино. Мы сняли этот Икарус. Круто! Очень круто! Это один из тех Икарусов, о которых я вам рассказывал в нашей первой поездке в Рязань, тогда в марте. Погоня, слежка, выброс адреналина невероятный на самом деле, потому что в конечном счете успех. Место хорошее, свет хороший, фото супер. Ну, поехали дальше. Представьте, что многие люди видят этот автобус каждый день, но даже не задумываются о том, насколько это большая редкость. А таких Икарусов осталось так мало, что по пальцам можно пересчитать.
что же, вот мы и добрались до троллейбуса ЗИУ-683 в Рязани. Ехать в этом троллейбусе такая ностальгия, вы даже представить себе не можете. Последний раз по Москве, по своей родной Москве, я ехал в таком троллейбусе году в 2007, наверное, если не раньше. Правда, мы еще катались в Новосибирске в аналогичном троллейбусе, но это уже совсем другая история. К сожалению, троллейбус в довольно плачевном состоянии. Никому нет дела, что это довольно редкая уникальная машина. Посмотрите, как он скрипит, какой он весь облезлый и ободранный. Это очень прискорбно видеть. Надеюсь, что этим троллейбусом займутся, хотя с большей вероятностью его просто отправят в металлолом. А вы тоже хватались и пытались удержать руками прицеп и тягач? А, какой я сильный. Троллейбус построен в 1992 году, то есть он почти что мой ровесник. Ему, на секундочку, уже 29 лет. Тем не менее, он все еще работает. Однако троллейбусное управление Рязани могло бы уделить ему побольше внимания, хотя бы покрасить его, я не знаю. Взгляните на эти двухместные диваны. Ни в одном современном троллейбусе вы такого не увидите. К сожалению, в этой машине они не супер прыгучие, как были в вагонах серии Е, но я помню, какие они были в Москве. В Москве они были прям такие здоровые. Можно было на каждой кочке вот так вот скакать в этом троллейбусе. Почему-то троллейбуса, как и в прошлом мартовском видео, не закрываются двери. Опа! Вот такие вот пироги, друзья. Кстати, напишите в комментариях, зачем у троллейбуса открытая коробка пневмооборудования. Господи, один снимает, другой За моей спиной раздолбанный старый троллейбус, как может показаться на первый раз. Но не спешите с выводами. Это ЗИУ-683Б. Машина довольно интересная. Дело в том, что у нее всесущная система управления, то есть она двигается вперед при помощи электроники. С характерным писком, который запомнился нам еще и в Москве, когда мы ездили на таких же троллейбусах по Таганской улице. Нельзя сказать, что троллейбус красавчик. К сожалению, он находится в ужасном состоянии. Тем не менее, машина уникальная. Надеюсь, что их сохранят, хотя бы одну в качестве музея. Хотя, зная Рязань, скорее уж они уйдут в металлолом, и мы больше никогда их не увидим. Ах, эта резиновая гармошка. Как я мечтал ее потрогать в детстве, в Москве еще. Наконец-то выпала такая возможность. Вы даже не представляете, этот скрип резины. Потрясающий звук. О да, как она скрипит. Отличная машина. Жалко, что в плохом состоянии. Но хотелось бы надеяться, что когда-нибудь эти троллейбусы доживут до тех времен, когда за ними все-таки начнут ухаживать. Пишите в комментариях, насколько это вероятно. Мне кажется, вероятность примерно крайне мала. Кстати, здесь находятся прямо сразу две рязанские машины за моей спиной. И 3001, и 3002. Вот такие вот пироги, господа. Сегодня нам крупно повезло увидеть сразу две гармошки в деле.
Мы пересели в троллейбус 3001. Он построен в 1994 году. Он практически такой же, ничем не отличается от того, в котором мы ехали до этого. Такой же тесушный ЗИЛ-683Б. Такая же крутая гармошка, которая вызывает просто бурю ностальгических эмоций. Как я ездил в детстве в 2006 или в 2005 году по Москве, как пищала Тесу, и я не понимал, что это за звук такой. А теперь я умный и знаю, что это такая система управления, которая двигает троллейбус вперед. Эти диваны на 2 человека, это прыгающая задняя площадка. Вы даже не представляете, какой кайф ехать в этом старом ржавом троллейбусе. Ладно, что вам простолюдинам, которые ничего там не понимают, объяснять? Просто наслаждаемся поездкой в крутом старом троллейбусе. Балдеж! Посмотрите, какая прелесть! В Рязани уже поставили новогоднюю елку. Скоро будут ее наряжать. Кстати, а вы уже поставили новогоднюю елку у себя в квартире? Напишите, какая она, настоящая или пластмассовая? Очень было бы интересно это обсудить. Ну что же, сегодня Рязань произвела просто отличное впечатление. Гораздо лучше, чем в марте, когда все было грязное и серое. Сегодня троллейбусы чистые. Приехала нужная нам гармошка. Мы в ней с огромным удовольствием покатались. Поймали этот крутой Икарус. Просто потрясающая поездка. Супер вообще. А у меня все на сегодня. Ставьте лайки, пишите комментарии. Смотрите вот это видео. Я так старался его пилить, а у него мало просмотров. Что за безобразие? Давайте, вперед! С вами был Игорь Абросимов и блог ЖД Фотографа. До новых встреч!